Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вот такой эффект ультрамодный в этом сезоне жилет-джемпер в стиле оверсайз. Джемпер с высокой планкой по вырезу горловины, очень свободного кроя, с цельновязной планкой по проймам и связанный таким рельефным узорчиком в аранском вязании. Этот элемент называется бабочка. Сейчас я вам полистаю. Смотрите, очень свободный и красиво выполненный жилет. Показываю вам. Будем сегодня с вами рассматривать размеры с 42 по 52. Видите, как свободненько. Это совсем, наверное, 42 размерчик у модели. Вот так свободненько смотрится. Очень свободный и длинный. Обратите внимание, он довольно длинный. Вот так в молодежном варианте его обычно, вот видите, цельновязная планочка идет. Высокая планка по вырезу горловины. И вот здесь можно его так собирать, как сейчас любит молодежь делать, да. Можно на выпуск. Тоже очень хорошо смотрится узор. Цвета можно использовать разные. Снизу вверх мы вяжем, это и так понятно, да. И вот я вам приближаю и показываю. Сейчас я вам покажу другой цвет. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Вот так выглядит эта модель в сером цвете. Приближаю вам также. Смотрите. Вот такой модный стильный образ нам рисуют дизайнеры Shine. Это китайский бренд, очень популярный, раскрученный сейчас. Очень много у него хороших вещей, и я очень много оттуда беру идей для своего канала. Смотрите, как он смотрится по спинке. В сером цвете тоже очень хорошо смотрится. Я буду вам предлагать бежевый цвет. Вот так смотрится хорошо, видите, да? Так что имейте в виду, что он такой немного удлиненный вариант, и планочка у него высокая. Весьма-весьма интересный и стильный жилет. Джемпер-жилет, я его так называю, потому что здесь вот видите цельновязанная планка, то есть мы здесь заменяем с вами узор наш рельефный на резинку 1 на 1 я предлагаю. У нас ручное вязание, это машинное. Вариант здесь, конечно, идет, в принципе, по-моему, тоже резинка 1 на 1. Так что, а здесь вот 2 на 2 идет по вырезу горловины и по нижней планке 2 на 2. Как это все выполнить, описание будет под видео выложено. В сегодняшнем мастер-классе будут расчеты, выбор пряжи, спиц. Мы свяжем образец, рассчитаем плотность вязания. То есть все у вас будет, девочки, все, не переживайте. И третий вариант вам показываю. У нас еще есть синий вариант. И вот такой еще вариант у нас есть. Тоже синенький, тоже весьма эффектно. Прикидывайте себе мысленно, какой вам цвет хочется. Такой ярко насыщенный синий. Также вот он будет смотреться сзади. Также он будет смотреться сбоку. Причем любой возраст будет смотреться в нем весьма элегантно, потому что он свободный крой, скроет все недостатки фигуры и будете выглядеть стильно и модно. На любой возраст, на любой размер, в принципе, эта модель весьма хорошо будет смотреться. Сегодня предлагаю вам очень мягкую,
пряжу, которая будет прилегать к телу, абсолютно не колоться. Качественная пряжа по итальянской лицензии, выполнена турецкая. Итак, давайте сейчас посмотрим выбор пряжи. Для вязания этого жилета я подобрала пряжу, которая называется Белграде Альпака плюс Махер. Это фирма Этрофил, турецкая фирма, изготовлена по лицензии Италии. В 50 грамм 150 метров. Шикарный состав, девочки. Смотрите, 10% хит Махер и 5% бэби альпаки. 55% полиамида, 30% вискоза. Шикарнейшая пряжа. Нежная абсолютно. Немножечко, видите, пушится. У нее есть такие белесые, приятного такого цвета вкрапления. Цвет у нас получается такой кофейно-бежевый, да. И, в общем-то, пряжа шикарная. Сейчас я вам покажу ниточку. Видите, да? Очень нежная и мягкая пряжа. Абсолютно не колется. Вот так выглядит наш с вами узор. Спицы я использую 3,5 для вязания этого образца. Мы будем сегодня эти шикарные бабочки вязать. Схема простейшая. Многие из вас уже умеют вязать эти бабочки. И, в общем-то, такая красивая, шикарная вещь, я думаю, не оставит равнодушной ни одну вязальщицу. Сейчас посмотрим схему. Смотрим схему узора. Вот так выглядит схема, которую я нарисовала, девочки, от руки, как всегда. Ну, потому что же мы модель рисуем с нуля, получается, составляем проект этой модели. У меня получилась бабочка на 12 петлях. И изнаночные, вот эти 3 изнаночные входят тоже в раппорт. В сумме это 15 петель, получается раппорт. 8 рядов в высоту. Раппорт нашей бабочки, мы с вами ее сегодня свяжем. Здесь пустая клеточка, это лицевая петля. Вот. А горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Вот этот знак – это перекрещиваем 6 петель направо, 6 петель налево, соответственно. Сейчас покажу выкройку. Выкройка вот такая у нас с вами будет. Ну, то есть здесь общие очертания идут без размеров. Все размеры, вы знаете, я всегда ставлю после того, как мы с вами уже образец свяжем, рассчитаем плотность, и там уже идут размеры. Все подробно рассказываю, показываю, как располагаем узоры и сколько петель на что приходится. И в итоге получается вот такая инструкция в виде текста, которую мы с вами, я выкладываю ее под видео для вашего удобства. Здесь все есть. Почитайте самостоятельно под видео. Кто не знает, что такое под видео, девочки, нажимайте на перевернутый треугольничек, и у вас откроется большая вкладка с текстовым описанием. Это на смартфоне. Часто спрашивают, а где под видео? Я не вижу. Я вам поясняю. Под видео есть вкладка, и она раскрываться должна. Итак, мои хорошие, приступаем с вами к вязанию образца. Для вязания образца набираем 35 петель. И вяжем, значит, у меня, видите, 2 косы по 12 петель, между ними по 3 изнаночные идут, ну и 2 кромочные, соответственно. Вяжем первый ряд узора, сразу будут перекрещивания. Для того, чтобы удобнее это сделать, я всегда вяжу вспомогательный, так скажем, ряд. То есть я вяжу 3 изнаночные, 12 лицевых, 3 изнаночные, 12 лицевых, 3 изнаночные. Затем второй ряд, как смотрят петли. И уже потом я начинаю вязать, собственно, наш раппорт узора. Высоту 8 рядов. И, в общем, вяжем. Первый ряд. 3 изнаночные. Перекрещиваем 6 петель направо. Снимаем 6 петель на правую спицу и меняем их местами по 3. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. С помощью правой спицы возвращаем на левую их. И вяжем как 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Следующие 6 петель перекрещиваем налево. Также я снимаю их на правую спицу. Первые 3 у меня перед работой будут сейчас. Я их снимаю, вот видите, перед работой. А следующие 3 петли я аккуратно высвобождаю, придерживая их пальцем. И затем вот этим кончиком правой спицы поддеваю их сзади и возвращаю на левую спицу. Теперь они у меня первые оказываются. Вот. И все 6 вяжем лицевыми. Вот такая получается бабочка. Очень легкая. Затем опять 3 изнаночные. И еще раз показываю бабочку. 6 петель перекрещиваем направо. Снимаем 6 петель. 3 за работой. Следующие 3 перед работой. Меняем их местами. И все 6 вяжем как лицевые. Следующие 6 петель перекрещиваем налево. Также снимаем 6 на правую спицу. Первые 3 перед работой. Следующие 3 за работой. Возвращаем их на левую спицу. И вяжем как 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали, да? Дальше идут 3 изнаночные, кромочная и изнаночная. И вот такой вот элемент в варанском вязании называется бабочка. Переворачиваем наше полотно вязаное и вяжем изнаночные все ряды, как смотрят петли. Самостоятельно. 3, 5, 7 ряды мы вяжем следующим образом. Как сейчас вяжем. 3, да? 3 изнаночные, 12 лицевых, снова 3 изнаночные, 12 лицевых, и 3 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Все, четные ряды вяжем, как смотрят петли. И, в общем-то, затем у нас идет повтор раппорта с первого ряда. То есть 8 ряд это уже, вернее нет, 9 ряд это как первый ряд мы вяжем. Да? То есть 8 рядов в высоту и затем повтор с первого ряда. Вяжем самостоятельно, девочки. И сейчас потом нас будет ждать с вами расчет плотности. Я связала, девочки, 3 раппорта в высоту еще. Вот такие красивые рельефные бабочки у нас с вами получаются. И давайте сделаем влажную тепловую обработку. Так, делаем влажную обработку, влажно-горячую обработку. Тянем наш образец в разные стороны. Вправо, влево. Только не надо, пожалуйста, совсем уж там прям что-то сильно отпаривать, да, то есть достаточно просто вот такого воздействия паром. Не нужно вот так все это разглаживать совершенно. Так, все, девочки, оставляем сохнуть. И теперь наша задача измерить ширину образца, сделать расчет горизонтальной плотности. Итак, вот у нас все высохло, да? Укладываем вот так свободненько наш образец, расправленно на ровное расстояние, на ровную поверхность, и измеряем. Значит, у меня получается 15,5 сантиметров. 35 петель у нас использовалось, разделить на 15,5 сантиметров. Будет 2,25. Обязательно записать эту цифру надо, чтобы не забыть. Пишем: в 1 сантиметре
по горизонтали 2,25 петель получилось. Теперь по вертикали укладываем наше полотно и измеряем высоту. Высоту получается 12,5, здесь еще раз, 12 сантиметров. 12 сантиметров. Надо точно определить количество рядов. 28 рядов у меня получается. 28 разделить на 12 сантиметров получается число 2,3. Надо записать, что по вертикали в 1 сантиметре 2,3 ряда. Теперь эти прекрасные цифры нам понадобятся в дальнейших расчетах. Вот такую выкройку мы будем использовать в сегодняшнем нашем видео-мастер-классе. И сразу говорю про размеры. Размеры будут всего, значит, объединенные, скажем так, 42-46, с шириной спинки и переда 55,5 сантиметров и в петельном эквиваленте 125 петель. Кто не знает, как определяю, поясняю. 55,5 сантиметров надо умножить на нашу плотность по горизонтали, которую мы с вами определили, 2,25. 2,25. У вас получается 125 петель. Вот именно столько мы будем использовать в нашем узоре. Второй размер у нас получается обширный тоже 48, 50, 52. Шириной спинки и переда 62 сантиметра. И также умножаем на 2,25 плотность по горизонтали. Получаем 140 петель. Смотрите, девочки, у нас раппорт узора будет составлять 15 петель. То есть 12 петель занимает бабочка, 3 петли занимает изнаночные вот эти 3 петли. В сумме это 15 петель. Поэтому 125 мы разделим с вами на 15 петель, это число петель в раппорте, и получим 8 целых раппортов. Смотрите, из чего складывается 120 петель наших первого размера. 8 вы умножаете на 15, это число петель в раппорте 120, плюс 3 петли для симметрии крайне правой, плюс 2 кромочные. Вот наши искомые 125 петель. Располагаем узор следующим образом. 8 раппортов подряд идут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 3 петли для симметрии добавляются крайне правой, как мы вязали в узоре. Вот. И здесь же у нас кромочные. И в сумме, вот видите, 125 петель. Понятно, да? Что такое раппорт, если кто не понимает, еще раз показываю. Вот мы вязали с вами бабочкой на 12 петельках и 3 петли изнаночные. В сумме это 15 число. Это и есть раппорт. Далее второй размер 62 сантиметра, 140 петель. Расположение узоров такое же, только на 15 петель больше. То есть раппорт у нас идет еще один добавочный. То есть 9 раппортов по 15 петель. Также 3 петли у нас крайне правые добавляются, 3 изнаночные петли. И кромочные справа, кромочные слева. И это получается 140 петель. Понятно? Всем, думаю, все понятно. Первый размер 8 раппортов, второй 9. И в каждом раппорте, в каждом размере добавляется 3 изнаночные крайне правые для симметрии. Теперь дальше идем. На вырез горловины у нас приходится первый размер 47 петель, второй 50 петель. Считаем также, умножаем ширину выреза на плотность по горизонтали. Получается количество петель. Все, что осталось по сумме, это вычитаем, да? Получается петли плеч 39-45. У нас надо сформировать скос. Как его сформировать, я описала подробно под видео. Читайте текст. Там указана последовательность закрытия петель. Вообще скос будет у нас составлять 10 рядов в высоту, вот 4 сантиметра. И последовательно
в каждом втором ряду закрытие идет, в каждом втором ряду. Первый раз одно закрыли, и потом пошли закрытие. Понятно? Пройма у нас получается первый размер 23, второй 25 сантиметров в высоту. Здесь идет цельновязанная планка, которая будет вязаться резинкой 1 на 1. И как ее сделать, я тоже в описании пишу об этом. Последние 15 петель мы заменяем на резинку. То есть крайние вот эти от одного края полотна и другого заменяем на резинку 1 на 1. И вяжем уже не 15 по узору, а 15 резинкой 1 на 1. Вот, до скоса все это доходит. Нижняя планка у нас будет сантиметров 8 в высоту, я пишу. Вяжется резинкой 2 на 2. По вырезу горловины также набирается резинка 2 на 2 для высокой планки. И вся последовательность действий, инструкция у нас указана с вами будет в описании. Для резинки нижней планки, тоже которая вяжется 2 на 2, мы будем набирать на 15 петель меньше. И в последнем изнаночном ряду нижней планки будем прибавлять равномерно 15 петель для того, чтобы перейти на узор наш. Вот таким образом. То есть все детали вяжем снизу вверх. Но это и так понятно, очевидно. Почитайте, пожалуйста, описание, девочки, будет оно под видео. Самое главное, это вот расположить правильно петельки, определить их количество и так далее. Очень свободного кроя, как вы видели, жилет, очень свободный, подойдет для полненьких, все недостатки фигуры будут скрыты, ничего не будет обтягивать. В общем, хороший вариант. Вот эту длину, которую я заложила, 60 и второй размер 61 сантиметр, это общая длина изделия, конечно, под себя, девочки, отрегулируйте. Возможно, кому-то подлиннее захочется. Что-то типа тунички, чтобы полностью прикрывало одно наше мягкое место. Да? Ну, то есть это вот эта вот величина, пожалуйста, для себя любимых, она должна быть индивидуальная, вот эта мерка, длина. Кто-то короче хочет, кто-то длиннее. В общем, я рекомендую подлиннее, потому что вот именно эта модель напрашивается на такой свободный оверсайз. И вот эта вот длина, там, по-моему, явно она должна быть длинненькая. Так, ну а сейчас до новых встреч. Удачи вам!